Всем привет! Сегодня готовим праздничную сладкую выпечку панеттоне на закваске. Все знают, что панеттоне считается очень сложной выпечкой, поэтому сегодня я с вами делюсь своим рецептом и рассказываю все подробности так, чтобы и у вас тоже получилось. Готовить этот панеттоне можно на стопроцентной пшеничной закваске, которую мы перекормим, и я покажу как. Либо, если у вас уже есть готовая левита мадре закваска, то можно использовать и левита мадре. У меня же левита мадре нет, поэтому я буду готовить на своей стопроцентной пшеничной закваске, которую я перекормлю в плотный сладкий стартер или в плотную закваску. Для этого я влила уже 35 грамм воды и положила 20 грамм сахара. Все это хорошенечко перемешиваем. Добавлю я сюда 25 грамм пшеничной закваски стопроцентной на пике. Закваска у меня хорошая, и она должна быть очень активная, пушистая, без излишней кислоты. Добавляю сюда 25 грамм и все это снова хорошенечко перемешиваем до полного растворения закваски. Если вы также будете готовить плотный сладкий стартер или сладкую закваску, то планируйте заранее, потому что для ее подъема понадобится минимум 8-10 часов в тепле. У меня сейчас около 8 утра, и я сейчас ее заканчиваю. Добавляю в мисочку 80 грамм муки, все снова хорошенечко перемешиваю. Закваска получается плотная, очень густая. Сначала я ее перемешиваю ложкой, а потом забираюсь руками и хорошенечко снова поперемешиваю. Она должна получиться хорошей однородной текстуры, структуры и должна напоминать такой плотный кусочек теста. Если у вас уже есть готовая левита мадре, то ее, конечно, нужно заранее освежить, также, чтобы она была хорошая, свежая, хорошо поднималась, и мы берем ее по количеству всех ингредиентов плотной закваски. То есть в этом рецепте получается 160 грамм. А у меня в этот момент уже комочек мой готов, укладываю в чистую банку, накрываю крышкой и ставлю в теплое место, примерно около 26-27 градусов по Цельсию. У меня уже наступил вечер, сейчас около 8 вечера, и закваска поднялась. Она увеличилась практически в 4 раза, с донышка видна хорошая активность, и она готова. И замешивать это тесто я буду миксером. В дежу миксера я уже влила 130 грамм воды комнатной температуры. Моя комнатная температура около 23 градусов по Цельсию. Туда же я опустила всю закваску, которая у нас получилась, 160 грамм, слегка поперемешивала, и теперь добавляю муку в 3-4 захода. Общее количество муки здесь 250 грамм. Очень важно для панеттоне иметь очень хорошую муку, хорошего качества, белок минимум 12,7, а лучше ближе к 13, 13,5, 13,7. Продолжаю добавлять муку частями, подмешиваю снова свое тесто до тех пор, пока мука не увлажнится. Как только мука увлажняется, снова добавляю следующую порцию муки и снова вымешиваю несколько минут, так чтобы масса была однородной. И с последними остатками муки я также всыпаю 70 грамм сахара. Сюда же я добавляю 1 желток. Всего в первое тесто нам понадобится 50 грамм желтка. Это может быть либо 2, либо 3 яйца, в зависимости от размера. И вымешиваем желтки поочередно. Как только один желточек вмешался полностью так, чтобы не осталось жидкой части желтка, добавляем второй желток и снова продолжаем вымешивать. В итоге на полное вмешивание желтка в тесто у меня уходит около минуты на самой низкой скорости миксера. То есть желток добавили, минуту примерно повымешивали, желток вмешался, добавляем второй, снова минуту где-то вымешиваем и добавляем третий. Ждем, когда он полностью вмешается в тесто. В это время я уже подготовила масло и разделила его на 5 кусочков. Масло получается здесь у нас по граммам 70 грамм. Масло должно быть размягченное, но оно не должно быть теплое и ни в коем случае не подтопленное. Иначе тесто начнет расслаиваться и масло будет отделяться от теста, а это совсем не то, что нам нужно. Добавляем кусочки масла поэтапно, очень тщательно вымешивая после каждого кусочка еще около минуты. В итоге тесто у меня получается вот такое. Я остановила миксер, чтобы показать вам консистенцию. Но тесто еще не готово, поэтому опускаем крюк на место, включаем снова миксер и продолжаем вымешивать до тех пор, пока тесто не начнет наматываться на крюк и не начнет отделяться от стенок миски миксера. Вот такое тесто в итоге у меня получается. Вымешивала я его еще дополнительно около 10 минут на самой низкой скорости. Тесто, посмотрите, как оно намоталось на крюк, хорошо держит свою форму, блестящее, гладкое, ровное. И сейчас я вам покажу в миске, как оно лежит. Видите, оно отделилось от стенок чашки и собралось в середине. Очень важно во время вымешивания проверять температуру теста. Температура теста во время замеса не должна превышать 25-26 градусов по Цельсию. На данный момент я перекладываю тесто в смазанную растительным маслом миску
и буду оставлять его на брожение. Смотрите, какое красивое гладкое тесто должно получиться. Укладываем его в миску, накрываем крышкой, и это тесто я оставлю на ночь при комнатной температуре до того момента, пока оно не поднимется в объеме в 2-3 раза. Как я уже сказала, сейчас у меня уже вечер, и стоять это тесто у меня будет до утра. Также с вечера я хочу подготовить все свои сухофрукты для того, чтобы они успели пропитаться. Я взяла здесь 200 грамм изюм и сухофрукты, которые у меня были в наличии, добавила 2 чайные ложки экстракта рома и залила 2 столовыми ложками воды. Этого мне будет достаточно, потому что мои сухофрукты не очень сухие. Если у вас сухофрукты прям очень засушенные, то добавьте чуть больше воды. Вечером я и буду подходить периодически потряхивать, чтобы они хорошо перемешивались, и оставлю их в таком виде до утра, до тех пор, пока они полностью не пропитаются. Утро уже у меня наступило, сейчас 9 утра, и посмотрите, как хорошо поднялось мое тесто. Снизу в стеклянной чашке видны очень хорошие признаки брожения, очень много отверстий, и давайте я покажу, как выглядит это тесто. Посмотрите, какое оно все переплетенное, внутри очень красивое, ароматное и очень хорошо пахнет куличом. Тесто очень нежное и гладкое. Совершенно не прилипает к рукам, хорошо тянется. И сейчас мы будем готовить так называемое второе тесто. Отделяем первое тесто от миски и добавляем 70 грамм муки. В готовое тесто мука не очень хорошо вмешивается, поэтому проще всего это сделать либо руками, либо воспользоваться ручным миксером на самых низких оборотах. Я сначала попробую вмешать максимально так, чтобы мука не разлеталась во все стороны, а затем подключу свой ручной миксер. И на низких оборотах, на самых низких, я продолжаю прокручивать это тесто до полного объединения с мукой. Очень важно на этом этапе уделить время для того, чтобы развилась клейковина максимально, потому что именно она держит воздушную структуру панеттоне. И еще раз повторю, что во время вымешивания температура теста не должна превышать 25-26 градусов по Цельсию, поэтому по необходимости проверяем и корректируем. Сюда я уже начала добавлять немного сахара, 80 грамм, и вводить я его буду частями, в 2, в 3, в 4 захода. Немножко сахара подсыпала, снова повымешивала около минуты, снова подсыпаю и снова вымешиваю около минуты. Тесто во время введения сахара начинает увлажняться, и поэтому становится уже более таким влажным, мягким и легким в работе. Вот так оно выглядит. Всыпаю последний оставшийся сахар и повымешиваю теперь руками, пока мой миксер отдохнет. Тесто на данный момент уже получается мягкое, нежное, и сахар хорошо впитывается. Продолжаем вымешивать. Сахар у меня уже впитался, миксер отдохнул, и теперь я буду вводить снова желтки. В этот раз нам понадобится 100 грамм желтков. Это может быть 5 яиц или 6 яиц. В моем случае это 6. Желтки будем вводить в 2 этапа. Я на глаз вылила примерно половину и продолжаю вымешивать свое тесто на скорости 2 или 3 до тех пор, пока желтки полностью не объединятся. Как только первая партия желтков более-менее объединилась, добавляем соль. Здесь у меня 6 грамм. Продолжаем снова вымешивать до полного вмешивания соли и остатков желтков. Как только тесто начало снова белеть и наматываться на крюки, собираться в более гладкую форму, добавляем снова оставшиеся желтки. И продолжаем вымешивать. В зависимости от мощности миксера это может занять у вас больше или меньше времени, поэтому ориентируемся на внешний вид теста. Тесто должно стать гладким, хорошо собираться вокруг крюков, наматываться потихонечку и становиться все более и более блестящим. На данном этапе я остановила миксер, и здесь хорошо ввести лимонную цедру или цедру апельсина, либо и то, и другое по вашему вкусу и желанию. И осталось ввести еще дополнительно сливочное масло. По рецепту идет 110 грамм. Вводить я его буду также частями по кусочкам. Масло я поделила на 8 кусков. Ввожу один кусочек, он также у меня размягченный, не потопленный, а именно размягченное масло, но прохладное, комнатной температуры. И ввожу я его поэтапно в тесто, один кусочек за другим. Добавила кусочек, вымешиваю около минуты, добавляю второй, вымешиваю около минуты, добавляю третий и так далее до самого последнего кусочка. Тесто в этот момент становится более гладкое, более красивое, более блестящее и очень хорошо пахнет.
После введения полностью всего масла не останавливаем миксер, продолжаем его вымешивать, продолжаем вымешивать тесто. Тесто вымешивается это долго, чем меньше белка в муке, тем дольше нужно вымешивать это тесто. И чтобы проверить тесто на готовность, периодически я буду останавливать миксер и проверять тесто на глютеновое окно. Посмотрите, глютеновое окно здесь на этом этапе еще очень слабое, рвется, тесто мягкое. Продолжаем вымешивать. Если у вас в муке будет белка больше, то тесто у вас может собраться гораздо раньше, поэтому ориентируемся именно конкретно на состояние теста. Я остановила миксер второй раз и посмотрите, глютеновое окно уже намного лучше, но все еще слабое, плохо держится. И продолжаю вымешивать свое тесто. В итоге на весь процесс замеса второго теста у меня ушло как минимум 30-35 минут. Полностью от введения всех ингредиентов, вбивания масла и дальнейшего вымешивания. У вас это время может быть совершенно другим. Я остановила миксер третий раз, и тесто уже выглядит намного лучше. Посмотрите, как хорошо оно тянется. И на данный момент я решила остановить вымешивание и добавить свои сухофрукты. Мои сухофрукты полностью впитали всю влагу, поэтому сушить их мне не пришлось. Я их просто высыпала в тесто и теперь на самой низкой скорости миксера осторожными движениями вкладываю их в тесто или вмешиваю их в тесто до тех пор, пока тесто полностью не объединится и сухофрукты не распределятся равномерно по всему тесту. Если ваши сухофрукты оказались более влажными, то их нужно просушить бумажной салфеткой или бумажным полотенцем перед тем, как вводить в тесто, чтобы не добавлять лишнюю жидкость. Тесто на данный момент выглядит в принципе влажным, липким, но не очень-то сильно липнет к рукам. Оно тянется, но не сильно прилипает. Накрываю я его крышкой и убираю на отдых на час-полтора-два. В это время я пока подготовлю формы. Для этого объема теста я буду использовать 4 формы, диаметр этой формы 11 см. Формы я подготовила заранее, проткнула их бамбуковыми палочками, так чтобы потом можно было подвесить наши панеттоны. И формы я выставляю на противень, чтобы мне было проще передвигать наши панеттоны и не тревожить их после расстойки. Отставляю формы в стороны и снова занимаемся тестом. Тесто у меня уже отдохнуло, немного расслабилось и снова расплылось, выглядит очень липким. Стол на данном этапе смазываем обильно растительным маслом, руки смазываем также обильно растительным маслом и выкладываем тесто на стол. Помогаю я себе лопаткой, потому что тесто липкое. Тесто для панеттоне всегда очень влажное, с небольшим количеством муки, поэтому здесь очень важно именно развивать клейковину для того, чтобы тесто держало форму. И несмотря ни на что, тесто все равно получается липкое. Для того, чтобы тесто меньше прилипало, лучше всего использовать металлический шпатель. К металлическому шпателю тесто меньше липнет. Делю я свое тесто примерно на глаз на 4 части. Если хотите, можете взвесить, но я это делаю для себя, поэтому я делю на глаз. Посмотрите, какое липкое тесто получается. Такое тесто меньше прилипает, если руки чистые, поэтому как только остались какие-то кусочки теста на руках, я отхожу, мою руки холодной водой, возвращаюсь, смазываю растительным маслом и продолжаю отбивать тесто. Отбиваем тесто об стол, складываем, отбиваем, складываем, отбиваем, складываем. И так повторяем до тех пор, пока на тесте на поверхности не образуется легкое натяжение. Как только натяжение образовалось, тесто становится менее липким и меньше прилипает, его уже можно поднять. Очень важно, еще раз обращаю внимание на температуру введения этого теста. Во время замеса температуры теста не должны превышать 25-26 градусов по Цельсию. Это значит, что если у вас дома очень жарко, то ваши продукты должны быть более прохладные. Берите воду похолоднее. Если у вас очень холодно, то можно взять комнатной температуры или чуть потеплее. Я продолжаю отбивать свое тесто и округлять его, округляя его с помощью своего металлического шпателя. Это мы делаем для того, чтобы заготовка была ровной и чтобы она поднималась ровно вверх, чтобы конечный панеттоне был очень симпатичный, с аккуратной ровной шапочкой. Потому что если просто положить тесто просто как есть комочком внутрь, то может подняться панеттоне и быть кривым и не очень красивым. Поэтому делаем округление. Округляем заготовочки, натягиваем поверхность панеттоне. Если изюм вышел наверх, прячем изюм под низ и раскладываем наши кусочки теста по формочкам. На данный момент тесто занимает всего лишь 1/3 формы.
И конечную расстойку своих панеттоне заготовок я буду делать уже при более высокой температуре. Это тоже важно, потому что тесто стало более тяжелое за счет добавленного масла и большого количества желтков. Температура ферментации будет примерно 27, 28, даже 29 градусов по Цельсию. Для этого я немного нагрела свою духовку и убираю заготовки в духовку до вечера. Подниматься они будут 6, 8 и может быть даже 10 часов. И заготовки будут готовы тогда, когда тесто увеличится в объеме в 2-2,5 раза. Я накрываю заготовочки пленкой, чтобы верх не заветрился и не подсох, и убираю их в тепло. Наблюдайте за вашими заготовками, смотрите, чтобы они не перестояли слишком долго и не поднялись слишком высоко, потому что во время выпечки панеттоне увеличиваются очень сильно. Мои простояли около 8 часов в духовке в теплой, и вот так они сейчас выглядят. Моя духовка уже нагрета до 180 градусов по Цельсию, это 356 по Фаренгейту, кто пользуется. И на данный момент можно либо уже убирать наши панеттоне на выпечку, или их можно заранее украсить макаронадом. Я сделала макаронад, сверху присыпала лепестками миндаля и слегка присыпала сахарной пудрой. Если вам интересно, как сделать такую заливку макаронад, то у меня есть рецепт на канале, я прикреплю ссылочку в описании под видео и также поставлю в комментариях, вы сможете посмотреть. И мои панеттоне готовились при температурах, которые вы только что видели на экране. И горячие панеттоне я переворачиваю и подвешиваю их с помощью палочек в большие кастрюли. Кастрюли или емкости должны быть очень большие, так чтобы там не накапливался конденсат и чтобы панеттоне не стали влажными и мокрыми. И так они стабилизируются и остывают у меня до утра. Утром они выглядят очень эффектно и очень хорошо пахнут. Они хорошо остыли, сохранили свою форму и внешний вид. Нож просто проваливается в эту мягкую текстуру, очень воздушный и очень мягкий. Посмотрите на эту красоту. По текстуре панеттоне получается очень нежный, просто как сахарная вата. Можно целиком съесть один самостоятельно и не почувствовать, что вы что-то съели. Очень нежный и очень вкусный. Давайте откроем, посмотрим, как он выглядит с боков. Везде хорошо пропекся, у него хорошая текстура и очень мягкий и нежный аромат. Он просто разваливается в руках, настолько он нежный и мягкий. Если это видео вам было полезно, поддержите его вашими лайками или комментариями, и на все вопросы, как обычно, я отвечаю в комментариях.